Центральная избирательная комиссия России опубликовала декларацию о доходах кандидатов в президенты Путина. Он самый бедный человек в своем окружении. Доход в месяц не достигает даже 1 000 000 рублей. Ну а в свою скромную питерскую квартиру на 70 квадратов он, наверное, возит с дачи картошку легендарным прицепом «Скиф» на 3 авто ГАЗ 60-х годов прошлого века. Иначе зачем эта рухлядь нужна 4-жды президенту РФ? С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Прилеты и пожар в районе аэродрома Белебек в оккупированном Крыму. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Россия и Украина провели обмен пленными, первый после катастрофи Іл-76. 65 військовослужбовців, які Росія стверджувала, що знаходяться на борту літака Іл, Росія їх не повернула. Репрессии против неугодных в РФ усиливаются. Госдума приняла закон о конфискации имущества за военные фейки. Законопроекта о негодяях и предателях. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. Прилеты и пожар в районе аэродрома Белебек в оккупированном Крыму. В Севастополе прозвучало как минимум 5 взрывов. Гауляйтер Развожаев заявил, что над городом якобы сбита воздушная цель и работало ПВО. Но задымление было значительным, а к месту пожара выехали несколько машин спасателей. Керченский мост перекрывали, воздушная тревога длилась несколько часов. ПВО продолжает работу. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. Россия и Украина провели обмен пленными, первый после катастрофы Іл-76. Владимир Зеленский рассказал, что в Украину вернулись 207 человек. Почти половина из них – это защитники Мариуполя. Ну а Минобороны РФ сообщила, что в Россию вернулись 195 военнослужащих. Папочка, привет! Привет. Привет, Господи, наконец-то мы тебя нашли, папулечка. Как ти? Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина – захисники Маріуполя, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Среди вернувшихся в Украину нет людей, фигурировавших якобы в списке погибших 24 января на борту российского самолета Ил-76, опубликованном российской пропагандисткой Симонян. РФ отказывается возвращать тела погибших украинских пленных и не предоставляет доказательств того, что они действительно были на борту. На жаль, 65 військовослужбовців, які Росія стверджувала, що знаходяться на борту літака Іл, Росія їх не повернула. Так само вона відмовляється надавати будь-яку інформацію. Щодо того, що Росія не хоче і не бажає проводити обміни, відкладає постійно, так, це має місце. І в нас була тривала пауза, тому що для країни-агресорки їхні військовополонені, які знаходятся у нас, вони не такі важливі. Тем временем Путин врет, что РФ напротив своих не бросает и очень ждет, и не будет останавливать обмены пленными с Украиной. Кандидат в президенты выступил перед благодарной аудиторией и сообщил, что не знает, зачем, по его утверждению, Украина сбила их военный самолет. При этом страна, которая не допускает никого
того, к расследованию катастрофы, оказывается, ох, как настаивает на именно международном расследовании. Диктатор уже и виновных нашел, даже готов показать конкретное место, откуда Ил сбивал Патриот, который Шойгу уничтожил еще год назад. Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуясь случаем, официально говорю, мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ. Оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время. Напомню, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных. В свою очередь, власти Украины заявили, что российская сторона не предупреждала их о перевозке пленных в этом самолете. Если они действительно были на борту Ил-76, это грубое нарушение российской стороной законов и обычаев войны. НАТО начала самое крупное учение со времен Холодной войны. В учениях Steadfast Defender, стойкий защитник в переводе, которые продлятся до мая, участвуют около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны Альянса и Швеции. Кроме того, в учениях примут участие более 50 кораблей и 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также около 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП. Учения пройдут на территории Финляндии, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции и Великобритании. На начальном этапе войска НАТО отработают переброску личного состава в Европу через Атлантику. Потом развернут силы быстрого реагирования на окраинах Альянса в Польше, странах Балтии, Норвегии и Румынии, пишет Рейтер. Тем временем род Путина Песков заявил, что Россия воспринимает учения НАТО как угрозу своей безопасности. Медведев, видимо, опять расчехлит залежавшиеся ядерные пугалки. В нашем понимании НАТО – это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас, так мы к этому и относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более на фоне того, как альянсы, не переставая на протяжении нескольких десятилетий, двигают свою военную инфраструктуру к нашим границам. Сейчас ход противника, он закончится и начнется наш, заявил в интервью украинским журналистам глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Он считает, что наступление России закончится уже к началу весны. По его данным, оккупанты хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Черебец в Харьковской области и на админ-границу Донецкой, а также Луганской областей. Впрочем, к этим планам не подошли даже и примерно. Зараз триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23-го року. Станом на зараз вже 2,5 місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, точно це буде неправдою. На жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є і біля Авдіївки, те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, як можливо, швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю.
После начала войны в Украине солдаты подкупают командиров, чтобы не попасть в зону боевых действий. Штабные офицеры требуют деньги за оформление документов по ранению. О масштабной коррупции в российской армии пишет издание «Верстка». Журналисты изучили более 1000 приговоров по делам о взяточничестве. При этом выходные и отпуска – самая распространенная услуга, которая продается в российской армии. Стоимость выходного дня вне части варьируется в пределах от 1000 до 2500 рублей. Ближе к новогодним праздникам цены вырастают до 60 тысяч. Еще одна самая популярная и самая дорогостоящая услуга в армии – документы для оформления выплаты за ранение. Ее стоимость от 150 тысяч рублей. Ну а за возможность не ехать на фронт придется выложить до 40 тысяч. Тех, кто берет взятки, судят строже, чем тех, кто их дает. Военные, которые дают небольшие взятки, редко попадают в тюрьму. Суды приговаривают их к штрафу в несколько десятков тысяч рублей или условному сроку. Если военнослужащий дал подробные показания на следствии, имеют статус ветерана боевых действий или до судебных слушаний успел сделать пожертвование в какой-нибудь благотворительный фонд, судьи могут назначить минимальный штраф или вовсе освободить его от наказания. Репрессии против неугодных в России усиливаются, а Госдума приняла закон о конфискации имущества за военные фейки. Госсми уже назвали его законом о негодяях, следом за путинским прихвостнем в Госдуме Володиным. Он называет предателями всех, кто выступает против преступной войны. Закон крепостные Володина приняли единогласно. Это законопроект о негодяях и предателях, о тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счет собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны. Граждане этим людям сделали все для того, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды, имущество. И сегодня они эти средства используют для того, чтобы нагадить стране, предав ее солдат, офицеров, обливая их грязью и критикуя. Законопроект дает право привлечь их к ответственности, имущество конфисковать, лишить почетных званий. Это долгожданный законопроект. Граждане требуют его принять. Документ предусматривает возможность конфисковать имущество у осужденных по статьям о распространении фейков и публичных призывах к экстремистской деятельности. Кроме того, конфискацию денег и имущества, используемых или предназначенных для финансирования дезертирства, диверсионной деятельности и разглашения гостайны. Москвичи в основном считают, что это меры правильные. Зачем вы сказали? Ну, ты лучше промолчи. Ты про себя-то, может быть, ты подумал, но не надо все это вот в этом высказывать, все это напрямую. Нынче и так нестабильно. А люди, которые раскачивают лодку, уж лучше пусть побудут немного за бортом. Если это дадут на благотворительность, то, может быть, и, наверное, да, помочь людям, действительно нуждающимся. Если поделить между собой, то нет. Каждый человек имеет право на какое-то мнение, опять же. Но и с другой стороны, опять же, власти, я думаю, что тоже хотят, чтобы все это решилось мирным путем, но пока получается так, как получается. Вот, и я думаю, что все хотят мира, добра, жить в любви, согласии, в гармонии с собой. В какой-то мере правильно. Возможно, это больно грубые меры, но время требует серьезных решений. Пропаганда – это довольно важно, так как разные мнения вызывают действия со стороны народа, разрозненность.
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!